Magic. Привет, это Артур из Зеленых. К интересным зеленым новостям этой недели. Есть такая река Сура. Сура — третий по значимости и количеству переносимой воды приток Волги. Имея протяженность более 840 километров, она протекает по территориям Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областей, а также Республики Мордовии, Мариэл и Чувашии. И вы уже знаете, что сейчас я скажу, что с этой рекой что-то случилось. Вы знаете, русы. Сейчас там массовая гибель рыб. Количество погибшей рыбы измеряется сотнями. Цвет воды темно-бурый и резкий запах нечистот. Так в чем же причина? «Комсомольская правда» выкатила целую статью о том, что несмотря на то, что жители обвиняют предприятие «Маяк», которое находится рядом с речкой, они вообще не виноваты. Какие ваши доказательства? Да и вообще, сами жители, говоря простыми словами, тоже изрядно позасрали речку. Окурки, фантики, пакеты, бутылки. В речке можно найти целые богатства. К тому же, как выяснилось, в Суру сбрасываются также источные воды частного сектора, находящегося неподалеку. Кто же виноват? Предприятие или обычные жители? Разбираться будет прокуратура. А если вдруг у вас есть свое мнение по этому поводу, то пишите свои мысли в комментариях. В Хабаровском крае озеро с уникальными черепахами оказалось в опасности. Ученые бьют тревогу. В озере Гаси превышено содержание взвешенных веществ и нефтепродуктов. Как сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Приамурье», в границах береговой полосы озера было обнаружено скопление мертвой рыбы. В ее образцах найдены тяжелые металлы и элементы, которые могли вызвать токсический эффект. В пробах воды фоновый уровень взвешенных веществ превышен в 3 с лишним раза, а местами почти в 7 раз. Содержание нефтепродуктов также в разы выше нормы. Ситуация усугубляется тем, что в озере Гаси обитает краснокнижная дальневосточная черепаха. Черепаха выглядит вот так. Что тут можно сказать? Жаль, что эти черепашки не могут стать черепашками-ниндзя, чтобы надрать задницы тем, кто загрязняет их озеро. Отдай мне девчонку Донателло. А гвоздей жареных не хочешь, Шредер? Буду вам иногда рассказывать не только про Россию. К сожалению, новостей про нарушение экологии хватает во всем мире. Так, например, в Индии школьники могут в какой-то степени ликовать. Им разрешили не ходить в школу. Только вот причина не самая радостная. Комиссия по управлению качеством воздуха закрыла все школы в национальном столичном регионе Дели из-за загрязнения воздуха. Спасибо, порадовали. Осенью качество атмосферы в Нью-Дели, которое считается одной из самых грязных столиц мира, резко ухудшается. Как выглядит Нью-Дели теперь? Посмотрите сами. Жители жалуются на ухудшение самочувствия, одышку и затрудненное дыхание, аллергические реакции, зуд в глазах. На фоне загрязненного воздуха резко выросло число обращений в медучреждения. Основная причина — сжигание стерни на убранных полях вокруг Нью-Дели и в соседних штатах. Помимо ядовитого смога, покрывшего Нью-Дели, в Индии совсем недавно произошла еще одна экологическая катастрофа. На поверхности реки Джанма образовался слой белой пены, смесь сточных вод и промышленных отходов. По мнению экспертов, пена содержит большое количество аммиака и фосфатов, которые могут привести к респираторным и тяжелым кожным заболеваниям. Что за ужас тут творится? Страшно представить, сколько еще может вынести наша планета. Поговорим немного о хорошем. 15 ноября в Астраханской области в рамках акции «Сохраним лес» посадили 70-миллионный саженец. Именно такая цель была поставлена на 2021 год. Это рекордная цифра за все 3 года существования акции. К мероприятиям по восстановлению присоединились уже 84 региона. В акции приняли участие почти 1 миллион человек. До завершения акции осталось еще 2 недели.
За этот период мероприятия пройдут в Краснодаре и Крыму, после чего будут подведены окончательные итоги. Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится ежегодно с 2019 года. Акция считается одной из крупнейших экологических инициатив в России. Акция «Сохраним лес» прошла в 3-й раз в России. Она организована Минприроды России, Рослесхозом, Всероссийским обществом охраны природы при поддержке молодежки ОНФ в качестве ответа на масштабные лесные пожары. В следующем году акцию планируется продолжить. Я считаю, что это очень круто, когда неравнодушные люди занимаются восстановлением леса. На прошлой неделе я рассказывал вам про экодиктант, и, как я и обещал, я посетил это мероприятие. И вот мои впечатления. Вообще сложно. Надо прямо разбираться в теме, чтобы написать. Но очень интересно. И не забудьте подписаться, поставить лайк и колокольчик. И да пребудет с вами Мать Природа.